Почечный фиброз является фактором для развития большинства почечных патологий. Антиоксиданты защищают эпителий. Здесь мы видим, что проверяли 47 трав, и которые обладали с наиболее сильным антифиброзной защитой. Это был дудник китайский, центрелла азиатская, солодка, шлемник и олива европейская. Эти все травы можно купить на iHerb, они там все есть. Витамин В6. Здесь он предотвращал диабетическую нефропатию у мышей и улучшал показатели. Здесь, конечно, форма пиридоксимина, но вообще вот такая вот форма, которую можно на iHerb купить, она дает точно такие же результаты. Это активная форма витамина В6. Например, вот в следующем также здесь витамин В6 предотвращал развитие почечных камней, подавлял процесс гликирования у диабетиков и предотвращал ухудшение почечной функции. И как раз здесь С-витамин также не нашли связь, что он вызывает почечные камни. Q10. Q10 здесь понижал у пациентов, то есть вообще он понижен у пациентов с невропатией, а здесь он защищал от нефротоксичности гентамицина и понижал мочевину, креатин и другие показатели. Ну и эффект был сильнее вместе с зеленым чаем. Витамин Е. Здесь витамин Е также защищал от нефротоксичности гентамицина, улучшал анализы и защищал почки. И здесь также в паре с витамином С были лучшие результаты. С-витамин. С-витамин опять обычно понижен у пациентов с заболеваниями почек. С-витамин понижал окислительный стресс в почках, понижал давление, ну и понижал очень много маркеров. Некоторые, которые были ответственны за риск смерти от всех причин. Но тут еще спорят по поводу этого маркера, который отвечает за риск смерти от всех причин. Также С-витамин понижает уровни мочевой кислоты и мочегонное. И вообще С-витамин, конечно, обязателен. Он отвечает как раз за целостность всех сосудов, которых очень много в почках. Вот это вот очень такая длинная статья. Здесь можно прочитать, что как раз таки у кого больные почки, у них понижены все антиоксиданты, такие как Е, витамин С, D. И вообще они теряют через больные почки все витамины и минералы, поэтому нужно все дополнять. Вообще здесь написано, что С-витамин в дозировке 2000 мг был эффективнее, чем 250 мг. В другой же группе витамин Е был 600 мг и С-витамин 200 мг. Улучшали микроциркуляцию и перекисное окисление липидов предотвращали. Витамины группы В. Фолиевая кислота. Она совместно с витамином В6 и В12 понижает гомоцистин. А это очень частое, то есть, он вызывает атеросклероз, который очень частое осложнение у больных с плохой функцией почек. Витамин. D-витамин у пациентов как раз подавлял воспаление после 16-недельного лечения. И вообще тоже он очень часто понижен, у кого проблема с почками. Креатинин. Креатинин – это аминокислота, которая является антиоксидантом и может предотвращать прогрессирование заболевания почек. Улучшает анемию, утомляемость, сердечную функцию. Но здесь описываются разные исследования. Где-то она помогала хорошо, где-то не очень помогала. Омега-3 кислоты. Их добавление пациентам на диализе может защитить от сердечно-сосудистых заболеваний. И вообще кислоты они понижают, то есть снижают почечный фиброз, воспаление и вообще очень полезны. Селен. Селен понижен у пациентов с заболеваниями почек и связан с риском смертности от всех причин. Дозировка 200 мкг в течение 3 месяцев предотвращала окисление, воспаление и улучшала анализы. Также хорошие результаты были получены с Е-витамином и С. И вообще селен – это единственный микроэлемент, который найдено, что он влияет как раз на смертность от всех причин. Поэтому его обязательно надо.
Цинк 100 мг в течение 2 месяцев улучшало многие параметры и улучшался антиоксидантный статус. Ресвератрол снижал окисление, ослабевает повреждение почек при лекарственной интоксикации, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. И даже 100 мл сока красного винограда в течение 2 недель снижало холестерин и некоторые другие параметры. Ну, это был натуральный сок, без сахара, конечно. Торопша. Она защищала почки, предотвращала нефротоксичность, вызванную отравлением грибами. Пациентам с заболеваниями почек давали 420 мг силимарина в день, и это значительно снижало белок в моче и другие показатели. Также поможет при диабетической нефропатии. Он же ацетилоцистин, ну или же в аптеках он под названием АЦЦ продается. 600 мг 2 раза в день в течение 4 недель значительно снижал МДА в плазме и другие параметры. А также думают, что в принципе это одна из самых сильных добавок для почек, которая улучшает анализы. Но, конечно, берите его на iHerb, потому что там получается большая дозировка и намного дешевле, и банка больше, чем, например, в аптеке тот же АЦЦ. Также здесь еще под конец написано, что советуют принимать пациентам с диабетической нефропатией. Это обязательно НАК, зеленый чай и расторопшу. Но здесь мы видим, что спирулина ослабевает повреждение почек, вызванное гентамицином, предотвращает окисление. А вообще спирулина – это противовоспалительная, противоопухолевая, гепатозащитная, радиозащитная, антимикробная, иммуностимулятор, металлопротектор, антиоксидант и еще защищает почки. Так что, мне кажется, эту обязательно купите спирулину. Аргинин. Аргинин увеличивает почечный кровоток и скорость клубочковой фильтрации, улучшает нефропатию, нефротический синдром, уменьшает белок в моче и другие параметры. Также аргинин подавляет воспаление, то есть он лечит цистит, ну и там другие воспаления. Он повышает в организме оксид азота, а оксид азота он токсичен для большинства бактерий. Но из противопоказаний это глумионефрит. Лопух большой, корень лопуха, помогает при гломерулонефрите, помогает при воспалении почек, он растворяет биопленки бактерий, помогает защитить мочеводительную систему от шистосомы, которая вызывает рак мочевого пузыря, помогает при подагре, также оно мочегонное. Ну и здесь мы видим, что он опять уменьшает, выводит всякие тяжелые металлы, как, например, кадмий в почках. Кварцетин. Понижает давление за счет улучшения выведения соли из почек. Антиоксидант, мочегонное, защищает почки, улучшает симптомы нефрита. И как раз он, поскольку флавоноид, он очень хорошо с С-витамином. Вот рутин я советую пропить также, может даже первым, чем кварцетин, например, потому что рутин, он также повышает уровни кварцетина в организме. Поэтому начните с рутина. Также рутин понижает урат, креатин, мочевину и другие параметры. И является важным для предотвращения почечной ишемии. Также предотвращает развитие камней в почках и даже способствует их растворению. И очень хорошо как раз с С-витамином. Вот я еще оставлю такую ссылку на такую электронную книгу. Здесь болезни почек. И здесь очень хорошо описывается, что еще надо принимать. Например, очень важен лецитин, который тоже занимает и необходим при нефрите. Ну и также, конечно, другие варианты. Это и магний, и калий, которые необходимы, если у вас, например, проблема с почками, в камнях в почках. И вообще обязательно пропейте качественную группу В. В одном ролике я там объясняю, какой витамины группы В выбрать. Не берите дешевые в аптеке, они вам не помогут.
Но также из того, что еще помогает, это и петрушка, и сельдерей, куркума, брусника. Ну, может, еще некоторые травы для почек. В принципе, их довольно-таки много.